Вы только посмотрите сюда. Вот это класс! Уже в предвкушении? А как же иначе? Мы в Чинкве-Терре, всего в 100 километрах от наших апартаментов. Но попасть сюда мы смогли только с 3-го раза. И вот как это было. В 9 утра мы покидаем Тоскану и направляемся в Лигурию. Согласно навигатору, через 1,5 часа мы на месте. Проведем там денечек, а если захотим, то и покупаемся прямо там же. Кто бы что ни говорил, но настоящий отпуск хочется провести у воды. Шум волн, камушки в руке, прозрачная водичка, глядя на которую полностью расслабляешься. Если вы загуглите Чинкве-Терре, то сразу выскочат безумно красивые виды и, к сожалению, скромный текст на русском языке. Вот это и есть основная часть дороги, и это всегда так. Если вы хотите посетить эксклюзивное место, будьте готовы, что путь к нему будет нелегким. Сразу вам скажу, если у вас нет опыта вождения автомобиля по серпантину или вы чувствуете себя некомфортно на высоте и на узких дорогах, то лучше оставить эту затею. Вся дорога, ведущая в Чинкве-Терре, уже сама по себе настоящее приключение. Сначала извилистая узкая дорожка ведет постоянно вверх. И когда уже кажется, что выше и быть не может, попадаешь на самый пик. С него начинается спуск, и вот тут-то понимаешь, что все, что было до этого момента, просто цветочки. Вот туда-то мы и направляемся. Сумасшествие какое! Конечно же, итальянская ривьера изобилует романтическими городками. Но вот Чинкве-Терре что-то особенное. Захватывающий вид на море, крутые берега и все это охраняемый участок Лигурийской ривьеры. Такая прогулка запомнится на всю жизнь. В регионе проживает около 7 тысяч жителей, новые объекты здесь не строятся, а старые даже не изменяются, а только реставрируются, так как все это национальный парк. С 1997 года Чинкве-Терре внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Погодите, это шутка? Нет. Это реальность. Как и обещал навигатор, мы подъехали к городу около 11, но в сам город заехать невозможно. Комплето. Расстроились ли мы? Еще бы. Но ничего невозможного нет. Мы вернемся сюда через пару деньков. Мы усвоили свой урок, так что сегодня встаем в 6 и самое позднее в 7 стартуем. Выпечка, вкусный кофе, почти пустые дороги, красивые виды. Около 9 мы подъехали к городу. Но подобраться к парковке нам опять же не удалось. Комплето. Ну как же так? Ну ничего, есть еще 2 способа попасть в заветный Чинкве-Терре: по воздуху и по воде. Начнем с воды.
8:30 утра. Мы только что приехали на север Италии, в город Ла-Специя. Это примерно в 60 километрах от наших апартаментов. Но долго мы здесь не задержимся. Следующая остановка Чинкве-Терре. Вот так-то. Мы припарковали машину на платной парковке, установили приложение на телефон, с помощью которого будем каждые 2 часа продлевать парковку, и направляемся к причалу. С парковкой нам повезло. Сейчас узнаем, можно ли вот так спонтанно купить билеты. Несмотря на субботу, народу особенно нет. Ну что ж, нам опять повезло. Мы заплатили только за 2 взрослых билета. Для детей билет от 6 лет. И отправляемся первым же рейсом в 9:15 в Чинкве-Терре. Мы в пути. Как настроение? Честно говоря, мы немного опасались путешествовать с детьми по воде. Но им было так интересно, что все 2 часа прошли на ура. Почему 2? Рассказываю. И это главный момент при покупке билета. Чинкве-Терре состоит из 5 живописных, сказочных деревень на Лигурийской ривьере: Рио-Маджоре, Манаролла, Корнилья, Вернатца и Монтероссо. Из этих 5 мест не причаливает корабль только Корнилья, но делает остановку в Порто-Венере. Мы же направляемся именно к Монтероссо, то есть к самой последней остановке на этом маршруте. О, какие виды нас здесь встречают! На протяжении веков до 5 этих деревень можно было добраться только пешком или по морю. Все они соединены между собой хорошо обозначенными пешеходными дорожками. Ну, в общем, вы понимаете, что мы наметили себе на следующий раз. Первая из 5 деревень – Рио-Маджоре. Самая восточная деревня в Чинкве-Терре, сохранившая свою средневековую структуру с так называемыми домами-башнями, стоящими близко друг к другу. Посмотрите, какие краски! Впечатляющая картина из возвышающихся, взаимно меняющихся фасадов домов во всевозможных цветах. Только посмотрите, какая чистая вода! Манаролла – живописная деревня с домами в пастельных тонах, небольшими улочками и небольшой гаванью для рыбацких лодок. Видно даже издалека, что здесь каждый метр на счету. Вернатца считается самой красивой из деревень Чинкве-Терре. Разноцветные дома словно красочная мозаика. По нашим наблюдениям, большинство пассажиров вышли именно здесь. А как вам это? Мы в Монтероссо. Монтероссо – самая северная деревня и самый большой город Чинкве-Терре с населением около 1700 человек. Потрясающе! Именно сюда мы пытались добраться на машине, в новую часть города. Как раз этот скалистый мыс у моря со средневековой башней Аврора разделяет город на старый и современную часть. Идем гулять по Монтероссо! Считается, что именно в Монтероссо находится единственный большой пляж для купания в Чинкве-Терре. На мой взгляд, весь шарм этого места открывается именно с корабля или с причала. Живописные скалы, горы, каким-то удивительным образом построенные красивые дома. Ну что, углубляемся? Идем гулять по старому городу? Узкие улочки, узкие высокие дома. Видно, что здесь дорожат каждым сантиметром. Так много мелких деталей, облагораживающих это место. А теперь смотрите, что покажу. Обычная городская стена,
Как же это мило, да? Хотите, покажу, кто автор? Вот это местная фабрика, чьи работы – это главный сувенир Монте-Россо. Конечно же, я не удержалась и купила пару работ в одной из ее лавочек. Особенно мне понравилась столовая посуда. Но как же ее довести? Она такая тяжелая. Знаете, что еще мне нравится в таких местах? Здесь нет никаких франшиз, то есть здесь все местное. Бизнес находится в руках местных жителей. А значит, все деньги, которые платишь в ресторанчиках, лавочках, остаются именно в руках у тех, кто создает и поддерживает всю эту красоту. Классно, правда? По этим улочкам можно ходить бесконечно, разглядывая местную архитектуру, все эти цвета, камни. Мой фаворит – церковь 13 века Сан-Джованни-Батиста. Как вам такой стиль? Кстати, не обязательно наматывать по старому городу круги, созерцая всю эту красоту. Можно расположиться в одном из уютных ресторанчиков и наслаждаться всей этой красотой и местной кухней. А можно купить в местном ресторане пиццу, спуститься к воде и получить колоссальное наслаждение. Такой вид запомнится на всю жизнь. Ну как вам, друзья? Стоило сюда рваться. Лично нам понравилось то, что это не просто посещение одного из красивых мест Италии, это целое приключение.